Здравствуйте, друзья! В предыдущем видео мы с вами плели вот такую вот цепочку, тоненькую спиральную. И я обещала показать вам, как сплести вот такой вот кулончик. Кулончик, импровизированный знак бесконечности, вечное движение вперед. Все плетется достаточно просто и быстро. Я напомню, какие материалы я использовала. Бронзовый бисер 59-115. Голубой бисер 67-150 и 2 гематитовые бусины 6 миллиметров. Плела я на вот такой вот плотной мононити. Очень хорошо держит форму. Что мы делаем? Для начала мы набираем 3 бисеринки. Подтягиваем ближе к концу нитки, вот так, но не до конца. Вот такой где-то кусочек мы оставляем. Завязываем узелочек. Вот у нас с вами получился вот такой треугольничек. Нам нужно, чтобы вот эта наша длинная нитка, которую мы будем плести, вышла из бисерины вот в направлении ко мне. То есть, если считать это верхушкой треугольника, то наша ниточка должна выходить вот из этой бисеринки. Как мы это делаем? Мы заходим вот сюда в бисериночку. Вот наш узелочек был вот здесь. Мы заходим в бисеринку, в следующую. Проходим круг. И выходим вот сюда. У нас получилось те же самые 2 нитки, как будто бы из одного места, но, видите, одна выходит из бисеринки, а вторая наша ниточка – это наш узелочек. Вот он. Ну и дальше все очень просто. Смотрите, мы каждый раз набираем 2 бисерины основного цвета. 2 бисерины основного цвета. И заходим в ту бисерину, прямо туда, откуда выходит нитка. Вот так. Видите, у нас 2 бисериночки встали вот такой вот как бы треугольник. То есть вот вершинка и 2 бисеринки основания. Нам нужно с вами зайти вот по ходу плетения. Смотрите, ниточка выходит на меня. Я вот так вот по ходу плетения и захожу в бисериночку. Вот так. И подтягиваю. И вот у нас, сами видите, образовался новый треугольник. Опять я набираю 2 бисерины. И опять я захожу в ту же самую бисерину, из которой выходит нитка в то же самое место. Вот. Вот наши 2 бисериночки образовали новый треугольник. И я захожу по ходу плетения в ближайшую бисеринку. Вот так. И потом хорошенечко подтягиваю. И делаю я так 11 раз. И делаю я так, чтобы у меня вот здесь, вот этих, видите, гребешочков, образовалось 11 штук. То есть 11 раз я так делаю. Ну вот смотрите, я провязала таким образом, так что у меня получилось вот 11 бисериночек, которые стоят вот так верхушечками вверх. Если вы возьмете тоненькую нить и не будете так сильно затягивать, то у вас получится прекрасная цепочка. Вот такая вот тоненькая. Ну а мы что делаем дальше? Мы опять набираем 2 бисеринки. И заходим, смотрите, после того, как мы провязали 11, мы заходим вот так, 2 бисеринки, уже с обратной стороны, в бисерину, из которой выходит нитка. Вот так. И проходим, смотрите, вот сюда, в соседнюю бисериночку, вот так. Переворачиваем.
и делаем то, что мы делали до сих пор. Плетем так, чтобы у нас вот этих вот верхушечных бисериночек стало 11. Каждый раз набираем по 2 бисеринки, заходим туда, откуда вышла нитка, настраиваем наш треугольничек. Видите, вот вершинка и 2 бисериночки. И заходим вот сюда по ходу движения. Вот смотрите, 2 у нас уже есть. И таким надо образом проплести, чтобы у нас вот этих вот верхушечек тоже стало 11. Вот смотрите, друзья, я провязала и вторую половиночку, так что у меня получилось 11 вот таких вот, 11 элементов. И теперь вот прямо как по ходу, как у меня стоит ниточка, я начинаю добавлять другой цвет, отделочный цвет. Ну, у меня в данном случае сейчас это вот такие красные бисериночки. Вот ниточка выходит отсюда, и я захожу вот так. Ничего здесь сложного нету, просто иду по бисериночкам. Вот как они стоят. Набрала одну и захожу в соседнюю. Вот мы доходим до последней бисериночки в этом ряду. Набираем еще одну и проходим вот сюда. Ну и здесь то же самое. Набираем по одной бисериночке вот так. И проходим на другой конец нашей буквы. Не забываем хорошенечко все подтягивать. Вот у нас с вами получился такой знак. Когда буква «С» английская. Вот сюда мы вышли. Дальше одеваем бусинку 6 миллиметров. Смотрите, тут дальше на любителя. Я, кстати, пробовала поставить сюда маленькую бусиночку. Получается вот так более закрученный знак. Ну вот 6 миллиметров бусинка. Ее можно поставить при желании вот сюда или в первую голубую бусину. Или вот я ставила вот так. Вот я зашла вот сюда в красную бусину вторую. Подтянула. Вот так. Ну, еще раз говорю, захотите более сделать тугую, можно будет в первую бисеринку поставить. Я поставила вот сюда вот во вторую красную, ниточку завернула, и мне нужно выйти вот сюда, во вторую, опять-таки красную. То есть, как я это делаю? Я прохожу вот сюда вниз. Вот. Захожу теперь опять вот сюда. Поднимаюсь
опять в эту сторону, вот сюда. И захожу во вторую вот эту вот отделочную бисерину. И здесь мы уже прикрепим вторую бусинку. Захожу вот так, вот сюда. Самую крайнюю бусиночку из центра. Потом делаю вот так, смотрите, захожу в красную, в голубую. И выхожу вот сюда, вот в эту голубую бисеринку. И захожу опять я в бусину. Вот, смотрите, что у нас получилось. Ну, а дальше я делала так. Я взяла вторую иголку. Одела ее на вот этот вот кусочек нитки, который у нас оставался. Зашла в бусину. Подтянула. И вот здесь я завязала вот так под низом узелочек. Затянула ниточку, обрезала, спрятала. А это иголка с ниткой, то же самое я сделала. Вот здесь вот под бусинкой я завязала узелочек. Вот здесь под бусиночкой завязала узелочек хороший. И ниточки обрезала. Обрезала, потом аккуратно подпалила. И вот у нас с вами получился кулончик. Этот кулончик чем мне показался интересным, что его можно прикреплять не обязательно за верхушку, допустим, вот если считать, что вот эта верхушка. Вот он висит вертикально. Его можно прикрепить абсолютно за любую бисериночку, как вам захочется, чтобы было расположено, чтобы был расположен этот знак. То есть достаточно у нас жесткое изделие, его никуда не будут перекручивать. Ну вот такое вот у нас получилось. Я уверена, у вас получится гораздо красивее и лучше. На этом, друзья мои, всем желаю здоровья, прекрасного рукоделия. Всего вам доброго. До свидания.